Испанский менталитет, испанский характер и взгляд на жизнь абсолютно иной, да, от суетливой Москвы отличается на 100%, и меня это подкупило, и я захотела переехать. Были какие-то песни, какие-то сказки про двух Винни-Пухов. Всегда был перуанский самый умный, а русский Винни-Пух был как Ивашка Дурачок, все время проигрывал перуанскому или испанскому Винни-Пуху. Вот, но да, и язык, и менталитет, они как-то... Я поменялась. Я считаю, что за 13-12 с чем-то лет, которые я здесь, я поменялась, изменилась вот эта московская моя часть. Я обыспанилась. Как я с ним, да он такой-то инфантильный, там, не знаю, или не думает о будущем, или что-то не хочет детей, или там до 30 живет с мамой. Ой, я их так люблю, риэлторы, я вас так люблю. Я всегда говорю, им бы продать, вот втюхать людям. Все, что ты видел, да, когда происходила регата, это фактически наше дитё. Покупай землю любую, мы тебя построим, придет полиция, ты отстегнешь им штраф, и все, и ничего, и живи. Ну, вот такое вот, такие вот советы дают. Я думаю, боже мой, вот, он же, кроме меня, кому-то еще давал эти советы. Рождение дисклеймер – это обязательно проверяйте землю перед покупкой. Как получилось так, что молодую девушку, ну, в общем-то, ребенка, можно сказать, из твоей страны родители привезли, и вдруг этот ребенок захотел стать архитектором? На самом деле ребенок стал архитектором заранее. Я с 15 лет знала, чего я хочу. Да? Я не была слишком хороша ни в творческой части, ни в каких-то математических, да, точных науках. Но в целом и там было неплохо, поэтому мне хотелось что-то, что глобальное, да, что и творчество, но не слишком, и математика, физика и так далее, но тоже без особенной глубины. И вот без фанатизма. Да, без фанатизма, без такой глубокой науки. И золотой серединой для меня стала именно архитектура. Я ушла из старшей школы и пошла в архитектурный колледж, который окончила в Москве с красным дипломом. И поступила в Московский архитектурный институт, и только потом уже переехала сюда в 19 лет и перевелась в университет Аликанте. Вот ты решила быть архитектором, а как получилось, что ты в Испанию попала? Меня привезла сюда мама. Она меня пригласила, сказала, ты хочешь попробовать, потому что она знала, что она хочет поменять климат и так далее. Но в 19 лет мне не хотелось. Я сейчас даже не могу вспомнить свое состояние, потому что не могу себе представить, что кому-то не хочется переехать в Испанию, потому что я сейчас абсолютно в нее влюблена. Но в тот момент... Есть же такие чудаки, представляете? Вообще, да. Вот такие я была ненормальные. одной из них. Понятное дело, что все друзья там, все знакомые там. Sí, muchas gracias. И... Muchas gracias. Gracias. Спасибо. И так получилось, да, что мама предложила, я думала отказаться, но спустя лето я увидела, насколько испанцы позитивные, дружелюбные, и это больше всего меня подкупило. Вот испанский менталитет, испанский характер и взгляд на жизнь абсолютно иной, да, от суетливой Москвы отличается на 100%, и меня это подкупило, и я захотела переехать. Смотри, вот очень многие родители, которые привозят своих детей, вот я не знаю, как твои родители к этому вот, согласятся со мной или нет, многие родители, которые привозят своих детей в Испанию, говорят, что в России, особенно в Москве, школа намного сильнее, значит, наши дети намного образованнее, и они приезжают в Испанию и говорят, что наши дети там в 3 классе уже знают вообще 150 раз больше, чем эти третьеклассники, которые морковки складывают до сих пор. Я, в принципе, согласна с этим. То есть я же школу там закончила, и мой младший брат, который перевелся как раз в старшую школу, будучи на 5 лет младше меня, это было его опыт показывает, что это так. То есть у него в классе, ему 15 лет или 14, у него в классе там бородачи, которые повторяют там первый год, второй год, третий год, которые абсолютно не понимают, о чем речь, да, именно особенно слабые физика, химия, математика, точные науки. И мой брат был просто суперзвездой, естественно. И это так. Но я должна сказать, что с высшим образованием дела обстоят не так. Здесь было не просто сложно учиться, здесь подход совершенно иной. И мне кажется, я могу говорить об этом
более точно, потому что я и там училась, да, и начала получать, по крайней мере, высшее образование в архитектуре, и перевела сюда, и я могла сравнить абсолютно разные подходы. Есть какие-то диковинки, которых в России нет, и которых я считаю, что в России лучше. Но в общем и целом испанское высшее образование на очень высоком уровне, в частности, университет Аликанте в архитектуре, я думаю, что он 3-й в Испании. Очень неплохое образование. Так можно сказать, что те люди, которые вот такие посредственные, они отсеиваются на уровне школьной программы, вот они там как-то тянули, и все. Потом, естественно, они никуда не идут, а уже идут в университет люди, которые действительно что-то из себя представляют, какие-то у них есть задатки, и там уже их по-настоящему развивают. Они еще и в университете потом отсеиваются дальше, потому что те, кто поступили там на 1-й, на 2-й курс, из них доживает до последнего, наверное, треть по дороге куда-то отсеивается или начинает повторять тоже года и так далее. На самом деле в Испании же не как в России нет такой базы, что вот ты обязан получить высшее образование. Здесь не все далеко его получают, поэтому к нему очень высокие требования. Ну да, здесь вот сколько я здесь живу, когда мои друзья испанцы узнавали, что у меня высшее образование, которое я здесь подтвердил, технолог пищевых продуктов, и фельдшер, у них тоже как бы считается это высшее образование. Вот энфермерия, это тоже как бы, можно сказать, высшее. И они такие, как это вообще? Они ко мне относились поначалу, как я какой-то гений, ты гений, приехал. У нас там принято обязательно высшее образование. Вот в России как бы было немножко даже стыдно не иметь высшее образование. Конечно. Хотя я сейчас понимаю, что это никакой не залог там, успешности или там, самореализации. Человек прекрасно может без всех этих образований и быть супербогатым или там, суперобразованным, очень интересным человеком. У меня есть такие знакомые примеры. Да, у меня тоже. Да. У меня тоже есть такие знакомые. Вот ты расскажи, вот мы потом поговорим о твоей работе. Мне просто интересно, как человек, который приехал, молодая девушка, после российского менталитета, московского даже, можно сказать, как вот ты здесь столкнулась, там, общение с своими ровесниками, там, с испанцами, мальчиками с испанцами? Возможно, так как у меня есть смешение кровей, да, я наполовину перуанка, то есть все-таки... Да? Да. Это что ты почему думаешь, я так выгляжу? Слушай, у нас Россия вообще такая тоже богата страна. на разные цвета кожи, разрезы глаз и так далее, но да, это перуанская кровь. И, вот тебя, теперь все понятно, что ты, с этого и начинать надо было. Да. То есть, понятное дело, что все-таки я выросла в той среде. Я, более того, я тебе скажу, ни разу не была в Перу еще. Меня там ждет моя бабуля, с которой я не знакома, ни разу я не видела, да, мои тети, дяди, их дети, уже миллион двоюродных, которых я даже не знаю по именам, потому что их так много, что очень сложно запомнить. Но, наверное, что-то есть в крови. Мне очень просто дался язык, и он для меня как-то естественно дался. Несмотря на то, что папа не учил нас испанскому языку, он очень хорошо говорит по-русски, и он какие-то там нам сказки рассказывал. Папа перуанец, да. Какие-то сказки он нам рассказывал. Знает испанский, естественно, да? это его родной язык, да. Но в детстве почему-то это было, дома все говорили на русском, он в том числе, да. Были какие-то песни, какие-то сказки про 2 Винни-Пухов, всегда был перуанский самый умный, а русский Винни-Пух был как Ивашка-дурачок, все время проигрывал перуанскому или испанскому Винни-Пуху. Вот, но, да, и язык, и менталитет, они как-то... Я поменялась. Я считаю, что за 12 с чем-то лет, которые я здесь, я поменялась, изменилась вот эта московская моя часть, я обиспанилась, но я считаю не в плохом смысле этого слова. То есть я сохранила в себе что-то оттуда, приобрела что-то новое и, в принципе, довольна. А почему не в Перу? Не хотела, например, мама, вот вроде бы более логично тогда было в Латинскую Америку. Они в разводе, и за 11 лет брака мама выучила испанский, она все-таки хотела оставаться ближе к России. Во-первых, она не живет все-таки здесь, она туда-сюда ездит, и она хотела иметь возможность быстро вернуться к бабушке, к дедушке, и иметь возможность летать туда-сюда. И все-таки европейская страна — это безопасность, это все услуги, хорошее здравоохранение и так далее. И климат прекрасный. У тебя молодой человек, испанец? Да,
Совершенно верно. Как можно? Потому что у меня есть знакомые девушки русскоязычные, и они говорят, я не понимаю, как можно встречаться и тем более выходить замуж, создавать семью с испанцем. Это же разный менталитет, даже не говоря о языке. Вот, ну как можно в друг друге найти родственную душу? Если ты не перуанец. Если ты не перуанец. Но я считаю, что все-таки менталитет у меня российский, так или иначе. Но да, можно. У меня абсолютно замечательный молодой человек, он уже жених. Он исключение во многих вещах. Да и в целом в испанских мужчинах я не вижу проблемы. Как бы есть абсолютная разница менталитетов. И есть много, я тоже слышала такие истории, да, вот как я с ним, да он такой-то инфантильный, там, не знаю, или не думает о будущем, или что-то не хочет детей, или там до 30 живет с мамой. У меня, к счастью, ничего из этого не так, и футбол не любит, и еще и такой русый, светлый, и больше на мою маму похож, чем я сама, в общем. Да, нет, абсолютное исключение. Да, мы встретили друг друга. И я не вижу никаких проблем. То есть у меня испанский на таком уровне, который позволяет нам понимать друг друга абсолютно. И те какие-то культурные различия мы друг друга обогащаем вместе. То есть я его чему-то показываю, да, что-то показываю, к чему я привыкла, да, и он мне что-то показывает, то, к чему он привык, и мы находим эту золотую середину, и, в принципе, никаких проблем и конфликтов на культурной почве у нас нет. Алисия, вот интересно, вот ты говоришь, кто это заказчики, там, испанцы, англичане, вот инвесторы, кто, откуда они, с какой страны? Просто это же место, я смотрю, это же рядом с рынком, между рынком и театром, это вообще самый центр-центр. То есть, ну, не так просто найти такие места, вот, чтобы вложиться. В этом случае инвестор из России. Вообще мы работаем с инвесторами в основном с иностранцами, то есть мы специализируемся на иностранцах, так как говорим на английском хорошо, говорим на русском, как родной язык, и на испанском мы больше всего работаем с иностранными клиентами. В этом случае инвесторы из России. Смотри, я так понимаю, что вот на этой стройке вашей есть люди, фирмы, которые строят, но, например, кран, вот этот, который мы видим, это не их кран. То есть они берут в аренду, да? Или вот как это работает вся система? Да, кстати, очень интересно, потому что мы видим 40-метровый кран в 9-метровой улице. Его было очень сложно сюда завести. Естественно, он заводится по частям, но здесь все улицы перекрывали, и это было очень интересное зрелище. Действительно, у строительных компаний нет обычно своих кранов. То есть это две разные. Есть компания по аренде кранов, и есть строительная компания. У строительной компании есть свои работники, и она занимается тем, что она считает смету, подписывает контракты, потом закупает материалы. Слышно нас. Закупает материалы и делает стройку, и ставит также прораба. Хорошие строительные компании ставят прораба на каждую стройку, которая постоянно или практически постоянно здесь находится. Вот. А есть фигура застройщика. Застройщик – это фактически инвестор, который во все это вкладывается, у которого была идея, который купил участок и который в случае с продажами квартир имеет свою ответственность перед людьми, которые покупают эти квартиры на ранней стадии, естественно. Вот. Но у некоторых и у многих очень строительных компаний в Испании, не только в Испании, есть какие-то субподряды, какие-то работы, которые они выносят на субподряд, например, снос. Есть компании, которые специализируются на сносе, и строительная компания дает субподряд на снос. В этом случае так оно и было. Здесь было старинное здание XIX века, и его сносили очень аккуратно, и многие вещи сохранились. То есть мы сохранили оттуда решетки, сохранили оттуда красивую плитку, и потом это все перепродается. Эта компания по сносу забрала себе все эти материалы, мы были не против. Самое главное, чтобы у этих материалов была вторая жизнь. Они потом продают их, такие исторические красивые материалы. Ты знаешь, я думаю, вот вообще девушки, которые так говорят, которые приехали из России, они привыкли вот к тому менталитету, к тем, как бы, к той схеме отношений, когда мужчина обязан их содержать, и они вот, ну вот это вот, знаешь, московская такая вот, да, ну вот, и, наверное, им это здесь сталкиваться неприятно с тем, что это не так здесь. Ну, у нас все 50 на 50 в плане того, что мы оба работаем. У нас есть своя компания, в которой мы оба вкалываем с понедельника по воскресенье, 24 часа. Да, он архитектор, как и я, и мы
мы во всем вместе и вкладываемся во все вместе, и у нас общий счет, и у нас все общее, и поэтому, ну и когда, естественно, настанет время там беременности, рождения детей, то понятное дело, что с меня будут сняты какие-то рабочие обязанности. И это нахождение, в итоге, когда ты общаешься с человеком, ты находишь, если ты хочешь найти, то ты можешь найти общий язык и какие-то общие знаменатели. Твоей профессии. Кто такой Калатрава, между прочим? Архитектор плюс инженер. У него 2, кстати, образования, как у тебя. О, как приятно, меня с Калатравой сравнили. Да-да-да. Но у тебя есть вообще какие-то вот архитекторы такие, как пример вообще, на кого быть хочется похожим? Да, и их даже не перечислить, наверное. Так, в том числе испанцы. Калатрава очень уважаемый во всем мире, кстати, архитектор. Небольшая вставка про Калатраву, да, прежде чем мы продолжим об остальных. Но, однако, в Испании его совершенно не любят. Почему? Удивительно, да? Почему? Потому что, несмотря на все его невероятное воображение, да, для создания необычных форм и воплощения в архитектуре любых концепций, да, в том числе из натурального мира, да, там здесь ты видишь птицу, там ты видишь рыбу, что-то еще, какие-то органические формы необычные. Но в его работах всегда, во-первых, смета строительная в десятки раз во время увеличивается во время стройки. То есть это с точки зрения инвестора абсолютно никуда не идет. И так как он очень много экспериментирует из-за своих вот этих форм, да, у него очень много проблем в сочетании материалов. Допустим, недавно в Валенсии, ты знаешь, есть город искусств и наук, да, Валенсии, да, который он полностью построил. Там на здании оперы пришлось полностью поменять всю отделку, которая, это, по-моему, стоило 2 миллиона евро. Ну, просто вот прошло 5 лет, да, или 7, и пришлось поменять всю отделку, потому что произошла какая-то химическая реакция между двумя материалами. То есть некачественно что-то сделали? Да. Но это же не к нему вопрос. Это не к нему лично вопрос. Нет, не к строителям, потому что архитектор отвечает в Испании, архитектор отвечает абсолютно за все в плане, мы выбираем материалы, мы то есть если плитка отклеится, это, получается, вопрос к тебе будет? Есть два варианта. Если плитка отклеилась, потому что я в проекте сказала, чтобы она не приклеивалась, тогда вопрос ко мне. То есть проект продумывает абсолютно все, а строители должны качественно строить. Ну, даже не ты выбираешь, например, клей для плитки. Ты сказал, что она должна быть приклеена, но она отклеилась, потому что недобросовестный этот плиточник, да, не купил какую-то дешевую там, например, клей или... Клей, допустим, или какие-то растворы мы действительно не выбираем, мы закладываем какую-то базу, но все остальные материалы мы действительно выбираем. Мы выбираем плитку, мы выбираем все фасадные материалы, и поэтому никаких химических реакций между ними быть не должно. То есть для этого есть архитектор, высший архитектор, да, это как мое образование, а есть архитектор-техник, апарехадор, который тоже проверяет материалы и закупки, и мы контролируем строителей на строительной площадке. Естественно, мы не контролируем, как они кладут каждую плитку. Мы просто контролируем соответствие с проектом, да, чтобы арматура была заложена как в проекте, а не задом наперед, чтобы что балка прогнулась какая-нибудь. Вот. Но в целом на нас большая ответственность. И возвращаясь к твоему вопросу, на самом деле очень много архитекторов, на которых хочется быть похожим, но при этом сейчас в жизни такой момент настал, когда мы не просто архитекторы в плане свободные художники, мы еще и делаем собственный бизнес. Соответственно, те запросы, которые к нам приходят, это обычно инвестиционные проекты, да, я хочу построить здание. И, к сожалению, нам не дают такой свободы, как дают Калатраве. И не сами инвесторы, не испанское регулирование. Здесь, к сожалению, слишком зарегулированы многие вещи, в том числе эстетические. Поэтому не всегда мы можем творить все, что хотим. Но с этим приходится мириться. Это что ты имеешь в виду, например? Вот мы сейчас в Кампее находимся, какой-то инвестор купил здесь участок под строительство себе дома. И он хочет построить вот эдакий дом. В форме ежика. Да, ежика не имеет права. То есть должна мэрия разрешить ежика. А они скажут, нет, ежика нельзя, слоненка можно. А он слоненка не хочет. Да, может такое произойти. На самом деле, очень часто в урбанизациях, да, ты покупаешь участок в какой-то урбанизации, которая сделана в каком-то стиле, и ты очень часто не можешь выходить из этого стиля. Либо нету ограничений конкретно в твоем участке, да, но есть
общие какие-то понятия, как быть в соответствии с окружением вокруг тебя. Но и это даже не проблема. Проблема скорее, когда ты строишься в центре городов. Допустим, в центре, мы сейчас в Аликанте в центре строимся, могу тебе показать какой-нибудь другой день. Там зарегулировано все вплоть до материала фасадов, цветовая гамма, пропорции окон, то есть это должно быть по ширине 1 к 2,5, то есть чтобы обязательно были вертикальные окна таких вытянутых размеров, чтобы это все вписывалось в историческую застройку. С одной стороны логично, но с другой стороны слишком зарегулировано, потому что еще зарегулированы отступы и балконы, все абсолютно все. Что здесь будет? Что здесь будет? Вот это вот здание какое? Сколько здесь этажей будет? Это здание будет 5-этажным с подвальным этажом, и оно сделано для туристических апартаментов. То есть это квартиры, которые имеют статус пока что туристических апартаментов, но можно потом будет перевести просто в обычные квартиры и продать, если это необходимо. Вот. И это вот сколько будет здесь этажей? 5 этажей, плюс подземный этаж. И с подземным этажем была очень интересная история, потому что 2 соседних здания, у них нет подземных этажей, и они более старинные. Соответственно, надо было выкопать подземный этаж между зданиями более старинными, у которых нет подземного этажа. И это была такая очень интересная история. Плюс земля была не очень хорошая, так называемая... Как это по-русски? Неблагополучная земля, да. Насыпь фактически, которая не могла вынести никакой нагрузки. Соответственно, мы действовали через батачис. Это мы выкапываем, получается, маленькие кусочки будущей стены, заливаем бетон буквально метр по метру, потом оставляем условно 5 метров земли и дальше маленький кусочек. И так по кусочку ты по всему периметру сначала заливаешь все бетоном, а потом уже выкапываешь конкретно весь этаж, да, весь будущий периметр здания и делаешь уже плиточный фундамент. То есть, как ты говоришь, с одной стороны, это логично, чтобы сохранялся, ничего сильно не выделялось, но с другой стороны, получается, что человек будет вынужден жить в новом доме старого типа. Ему хочется огромные окна, там, например, огромные окна нельзя сделать. В историческом центре нельзя будет, но где-то еще можно будет. То есть в каждой зоне, каждого муниципалитета есть свои нормы. И наиболее зарегулированные нормы с эстетической точки зрения в исторических центрах городов. И, соответственно, там строить больше всего хочется инвесторам, да, для туристических целей, но там наиболее сложный подход и с точки зрения согласования, экспертизы и так далее. Вот. Но нормально, но я не жалуюсь. А где ты участвовала, кроме в чем-то известных каких-то проектах? Например, вот сейчас стартовала регата Volvo, да, из порта Аликанте. Ты в этом порту участвовала, да, в этих строительствах? Достаточно известное, в общем, мероприятие, да? Ну вот про это расскажи, как ты попал туда? Да, на самом деле не просто мы участвовали, но все, что ты видел, да, когда происходила регата, это фактически наше дитё. То есть вообще вы все сделали? Мы сделали всю концепцию того, что ты видел, и придумали. Эта регата, расскажем немножко сначала, да. The Ocean Race — это кругосветная регата океанская, которая проходит через 9 городов и останавливается там в 8 из 9 городов. И в каждом городе выстраивается своя временная, называю ее так, олимпийская деревня. Да? Несколько павильонов, либо локально построенные самим городом, либо привезенные регатой. И вот те, которые привезены регатой, мы продумывали всю концепцию изначально. Эта работа началась 3 года назад и очень долго велась сквозь всю эту пандемию, когда во время пандемии не было никаких мероприятий, ни спортивных, ни никаких, как ты понимаешь. Вот, это все откладывалось, и наконец состоялось, и теперь наш ребенок поехал в следующий город и так далее. Сейчас будет в Кейптауне следующая выставка. На самом деле там тоже полета фантазии невероятного быть не могло, потому что есть большие ограничения, и логические какие-то, и по бюджету тоже есть ограничения. Логические в плане того, что это должно быть нечто легкое,
нечто, что возводится за 2-3 дня. Разборная. Разборная, естественно, разборная. Это не может быть ничего монументального. И надо было очень сильно сокращать бюджет во время проектирования. Соответственно, мы придумали такую схему, что локально берутся обычные белые тенты, некрасивые, да, которые являются как в котором весь контент происходит, да, как каркас здания. А снаружи мы его обшиваем с помощью строительных лесов. Опять же, строительные леса — это быстро выводимые конструкции и очень стабильные. И на этих строительных лесах мы делаем свои формы, свою красоту, свой брендинг. И придумали много разных форм. Воплотилось это немножко еще более урезано, чем то, что мы хотели, но тем не менее оно есть, и оно теперь путешествует по миру. А еще какие-нибудь были у тебя? Вот, например, я слышал, что в Аликанте строится вот этот остров, да? Ну, он, по-моему, уже был какой-то тендер, что ли, это как-то аукцион. Дистрито Дигитали или что ты имеешь в виду? То есть вот где порт Аликанте, и там будет остров. Между портом Аликанте, вот этот, где заканчивается, и там где-то маленький остров с рестораном будет, вот такой. Если честно, я наверное, не знаю. Ты не можешь этого не знать, и я, наверное, как-то неправильно объясняю. Вот Панорамис, да, вот сам порт, вот этот вот такой аппендикс, и вот когда выходит в море, где-то там есть между этими двумя как бы полуостровами, мысами какой-то остров-ресторан, куда будут возить людей. Я поняла. Да, мы в таких конкурсах, связанных с городским строительством, обычно не участвуем, потому что, во-первых, очень сложно выиграть, и очень часто, к сожалению, в Испании нет такой коррупции, как в России, в плане того, что вот держи взятку, но есть знакомства, да, и люди со знакомствами имеют больше шанс выиграть, чем люди без знакомств, несмотря на то, что они могут презентовать замечательный проект. Но и речь не только об этом. Мы участвовали в некоторых государственных подрядах. Например, мы реконструировали стены у Санта-Барбары, да, у крепости, делали проект по реконструкции вот этих стен. В Аликанте и еще несколько проектов, но в таких прям глобальных городских проектах мы скорее нацелены больше. У нас два таких четких ответвления. Это работа с инвесторами, то есть инвестпроекты любого типа. Это под ключ, мы делаем архитектурные услуги под ключ. И второе направление — это международные проекты. И там мы делаем концепцию, делаем чертежи, делаем рендеры, да, визуализации, и потом локальные архитекторы адаптируют наши концепции под свои нормы, допустим. Но мы уже так участвовали в проектах в 40 странах мира. Это в основном ритейл-проекты, то есть бутики, магазины, которые мы придумываем, да, в стиле наших клиентов, в стиле какого-то бренда, и потом это все привозится, дается локальным архитекторам, допустим, в Китае, и они адаптируют это к китайским нормам, подписывают сами и собственно, строят сами. А частный дом, например, сейчас вдруг увидел наш разговор какой-то инвестор из Украины, из России, там, ну, неважно, кто, русскоязычный, в общем. Человек, который говорит, я хотел вот тоже по своей задумке что-то, хотел купить вот землю и построить там, я не знаю, торговый центр или просто себе дом построить. Это вот можно так, да? Да, конечно. Мы тоже занимаемся частными домами. Ну вот кто может в основном, кто клиенты, из каких стран? Клиенты, мы, насколько я знаю, единственные русскоязычные архитекторы в Аликанте, плюс мы говорим на английском практически идеально. Соответственно, мы специализируемся на иностранцах, будь то Россия, Украина, да, Беларусь и так далее, Казахстан, либо англоязычные любые. Соответственно, The Ocean Race — это один из наших англоязычных клиентов, и это не B2B, не B2C, а B2B в плане корпоративные, да, клиенты. Это когда к тебе целая марка обращается. Вот. Ну, к нам могут прийти частные, естественно, люди, будь то инвесторы, будь то люди, которые хотят построить себе дом или сделать какую-то реконструкцию, уже купили дом
строят реконструкцию. Но в целом, если кто-то задумывается о строительстве в Испании, то первое большое предупреждение, дисклеймер, это обязательно проверяйте землю перед покупкой. Потому что, к сожалению, когда людям предлагается земля или какой-то дом, который человек потом думает достроить, надстроить, перестроить, очень часто риэлторы дают неточную информацию. Ой, я их так люблю, риэлторы, я вас так люблю. Я всегда говорю, им бы продать, вот втюхать людям. Конечно, я всегда говорю, есть и нормальные где-то. Я их не знаю просто, но они где-то есть, там где-то наверняка есть. Это я шучу, конечно, это сарказм. Естественно, есть. Вот. Но я просто хочу рассказать, как ты начала говорить. У моего друга испанца, он купил квартиру и делал в ней ремонт полный. Все, рушил. Да? И каких-то русскоязычных нашел ребят. Не через меня. Он сам каким-то образом нашел. Они ему начали ломать, потом что-то ему не понравилось, потому что он обратил внимание, что когда его нет, то есть они не ломают. Как только он входит, они вдруг все встают и начинают все стучать, то что-то там ломать. Ну, вот в таком. Короче, он их попросил. И пришли какая-то другая бригада, тоже русскоязычная. И вот я разговариваю с этим, я его не помню, неважно даже откуда все. Он говорит, мы все делаем, ремонт, мы даже построить можем. Я говорю, да ты что? Он говорит, да, покупай вот землю, и мы тебе построим. Я говорю, слушай, интересно, а вот лицензию? А он такой говорит, да зачем тебе лицензия? Вот покупай землю любую, мы тебе построим, придет полиция, ты отстегнешь им штраф, и все. И ничего, и живи. Ну, вот такой вот такие вот советы дают. Я думаю, боже мой, он же, кроме меня, кому-то еще давал эти советы. Даются очень плохие советы. Очень часто мы сталкиваемся либо с тем, что человек приезжает из своей страны, думая, что можно сделать как там, а здесь абсолютно, опять же, я повторюсь, здесь все зарегулировано, не только эстетика, но и согласовательный процесс экспертизы. Это обычно долгий процесс, в котором могут появиться правки, какие-то вопросы, надо доносить документацию и так далее. Через это все надо обязательно проходить. И если такие советчики появляются, то лучше гнать их в шею, потому что потом проблем не оберешься. Эти люди ответственны. Они твои будут проблемы. Он-то даст тебе совет. Да. Ты последуешь, а потом проблемы все твои. А он уже пожмет плечами. Так. Скажут. Нет, однозначно. Мы тоже сталкивались с людьми, которым насоветовали, которые купили, не проверив, с идеей достроить. А нельзя. То есть обязательно обращайтесь к техническим специалистам, то есть к архитекторам, которые проверят землю. Либо хотя бы пойдите в мэрию, если вы владеете испанским, и скажите, вот мой кадастровый номер. Я хочу купить и построить, сколько я там могу метров квадратных построить, какое у меня будет пятно застройки, сколько отступать от границ участка, всю базовую информацию, этажи, да, все проверить. И каждый муниципалитет, извини, перебиваю, он же разный. То есть это не значит, что вы купили в Аликанте или там в Бенидорме землю, и то же самое будет в Галисии. Абсолютно. Более того, через дорогу может быть другое. То есть каждый муниципалитет разный, и разный подход у каждого муниципалитета есть свой генплан. Это общий документ, да, который говорит о нормах застройки разных зон. Плюс еще есть планы спарциалис, то есть частичные планы разных секций города, разных зон, у которых свои нормы, и они иногда... И плюс еще есть все испанские нормы, есть валенсийские нормы. И это все надо скомбинировать, и они очень часто спорят друг с другом, эти нормы. То есть надо в основном всегда мы обязаны применять самую строгую норму. Но иногда это можно нарушить. То есть надо смотреть, что это немножко юридической работы внутри архитектурной, понимаешь? Потому что градостроительные документы, они очень сложны для понимания, для прочтения. Особенно непрофессионалов, да, в университете этому посвятили несколько лет пониманию и способности разобраться, что происходит. И когда ты понимаешь, что ты должен выполнять, ты также понимаешь, что в некоторых вопросах ты иногда зависишь от субъективного мнения, трактовки муниципальных архитекторов. И, соответственно, тут
уже речь заходит о каких-то личных отношениях, о том, чтобы пойти к человеку, поговорить, письменно доказать, почему ты считаешь, что ты прав, и письменно же получить ответ. То есть вербальным консультациям я советую, можно верить, но лучше всегда запрашивать письменное подтверждение, потому что потом меняются. Говорит, что мы разбираемся сейчас с колонной. Ее придется на 5 сантиметров подвинуть из-за того, что мы на углу с существующим зданием. Соответственно, обсуждаем, чтобы не было проблем с планировкой. Да, потом, нет, вы неправильно поняли. А если написано, вот, тут не надо понимать ничего. А к вам вообще можно прийти, например, и сказать, вот человек не хочет сам вот это, то, что ты сейчас сказала, ходить в администрацию, в мэрию, понимать правильно и неправильно, он скажет, вот ткнет участок, я это хочу купить, но вот узнайте вы. И на тебе как раз это будет, во-первых, ты разбираешься, а потом ответственность на тебе будет. То есть ты же разговаривала, они тебе ответили. То есть вот как бы и контакт будет, например, русскоязычного человека, только инвестора, да, только с тобой. Конечно. Он не хочет вот с этим там, чиновником потом туда, в инстанцию, он только с тобой. Нет, это наиболее просто для всех, потому что даже тот человек, который владеет испанским на высоком уровне, ему очень часто сложно понять эту документацию, потому что, опять же, я говорю, она противоречива, ее слишком много, то есть тут сотни страниц, там 300 страниц, это все невозможно Но для этого и существует высшее образование в архитектуре, да, для того, чтобы в этом разбираться. В этом можно попробовать разобраться самому через мэрию, но я все-таки советую обращаться к профессионалам, чтобы... Ой, сколько раз я эти слова говорил, которые ты сейчас говоришь, обращаться к профессионалам, потому что сколько раз, вот я уже, знаешь, обжегся, знаешь, здесь с одним, типа он адвокат, оказалось, что он не адвокат, а он там курсы прошел, ладно, это уже проехали, все. И также с этими риэлтором, и также со многими там врачами, которые совсем не врачи оказываются, и так далее, которые просто вот играют на языке, то, что они знают испанский язык, а обратившийся к ним не знают его. И не знает, я не знаю, ну, как пример сказать, например, здесь юрист, да, или архитектор – это человек, у которого высшее образование, который закончил университет. То есть, если ты не закончил университет, ты не можешь называться юристом. Просто это здесь не принято. И также здесь медик. Тут, например, в России я медик тоже. Ну как, день медицинского работника, я тоже медик, я праздную. А здесь я не медик. Если я скажу, что я медик, я обманываю людей. Потому что медик здесь – это равно врач. И вот на этой разнице вот такие вот недобросовестные люди играют. Вот такой вопрос, который очень часто насчет вот этой земель меня спрашивают и как бы предлагают такой бизнес. Мне говорят: Алекс, очень хорошая есть идея. Покупаем землю, не под строительство. Вот они так говорят, опять же, с менталитетом оттуда. Покупаем в горах где-то землю с красивыми видами и ставим там вот эти круглые палатки. Знаешь, вот это вот обзорные, такие вот. Все, и на Airbnb их сдаем. Да. Я говорю: ребята, вот смотрите, заходишь, даже в Google просто заходишь, и там написано. И вот ты мне скажи, это правильно или нет, потому что Google тоже это как бы не последняя инстанция. Google говорит, что в Испании любая постройка, даже если она без фундамента, потому что в России вроде как есть фундамент, это одно, нет фундамента, это уже другое. А здесь в Гугле написано, если там живут люди, это уже жилье, это вивьенда, это жилье. Все, неважно, что там сваи или их нет.
и нужна соответствующие документы. Вот так это или нет? Не совсем точно ты сформулировал, но здесь делится не с фундаментом и без фундамента, как, допустим, в России возможно, а мобильный элемент. То есть, если это что-то на колесах, то тебе не нужно разрешение, чтобы его поставить. Если это какой-то трейлер, ты можешь его пригнать себе на участок, никто не попросит у тебя лицензии. Извини, просто дополню сразу. На территорию Рураль, такую обычную, Рураль, да, обычно горную, я поставил там 10 этих караванов и их сдаю, и мне никто ничего не скажет. Но ты не сможешь их сдать через туристическую лицензию, ты должен их сдавать нелегально. Чтобы получить туристическую лицензию, у тебя должен быть либо отель, либо кемпинг. Туалеты всякие, электричество, это все. И в чем для сложность? этого нужно, чтобы это было урбанно. Проект. Нет, не обязательно. Смотри, как это работает. Это на самом деле очень хороший бизнес в плане того, что очень дешево поставить эти домики, может быть, да? Они могут быть просто из Декатлона какие-нибудь палатки, условно. Но в чем сложность? В том, что земля рураль, то есть сельскохозяйственная земля, чтобы какую-либо активидад, какую-либо коммерческую деятельность на ней сделать, нужно пройти через такой процесс страшный, который называется Declaración de Interés Comunitario, вкратце ДИК. Это процесс, который занимает 2-3 года, неизвестное количество времени. Для него нужен проект. То есть ты должен сначала купить землю, посмотреть, можно ли на нем делать uso hotelero. То есть ты покупаешь, не зная, сможешь ли ты потом ее использовать? Ты не знаешь, у тебя нет такой гарантии, то есть ты рискуешь. Земля сельскохозяйственная довольно дешевая по сравнению с городской. Ты можешь купить несколько гектар. Ты должен проверить заранее, можешь ли ты делать uso hotelero, то есть, допустим, глэмпинг, сможешь ли ты потенциально поставить потом. И потом ты начинаешь общаться с мэрией и с Generalitat Valenciaной. Generalitat Valenciana есть такая организация, которая называется консельерия, да? По-русски переведем канцелярия. Это не точный перевод, но неважно. И в канцелярии есть больше 10 разных организаций там, по воде, по пожарам и горным пожарам и лесам, по дорогам. В общем, десяток организаций разных, для которых ты должен приготовить проект того, как твой глэмпинг будет выглядеть и почему он не вредит ни пейзажу, ни экологии, почему его не видно соседям, как ты, допустим, канализацию... Что там песни орать не будут туристы твои. Например, да, как ты решил вопрос с канализацией, с электричеством и так далее. И ты должен всем этим организациям доказать, что все окей. И этот проект проходит через все эти организации, и каждый из них может запросить у тебя дополнительную информацию. Поэтому процесс растягивается на долгие годы иногда, и надо не сдаваться и давать эту дополнительную информацию. Некоторые люди, я слышала, опускают руки. И это, чтобы сделать этот проект, его делают не только архитекторы. Архитектор делает архитектурную часть, а все остальные делают экологи, да, специалисты по пейзажу, специалисты... В общем, много разных инженеров и других специалистов, которые знают каждую свою область и готовы подготовить эту документацию. В Comunidad Valenciana есть несколько муниципалитетов, которые освобождены от этого процесса, и у них упрощенный процесс. Соответственно, там выгоднее землю эту покупать, интереснее. Но она и дороже там тогда. Не обязательно дороже, но там больше, ты увидишь, что там уже есть глэмпинги, и там уже еще будут глэмпинги. То есть люди покупают и тянутся именно туда. Их буквально на пальцах одной руки можно сосчитать, эти муниципалитеты. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что ты освобожден от этого процесса, тебе нужно получить это освобождение. Это другая бумага, которую надо получить, и все-таки она тоже... Да, это все может затянуться тоже на этот этап, помимо других этапов, может затянуться на 10 месяцев, 11 месяцев. Мы сейчас как раз проходим один из таких этапов, я тебе потом расскажу общее время. Мы сейчас сказали, я тебе задал вопрос про бизнес, да, эти несколько поставить. А если... И потом, ты сказал, что это сельскохозяйственная земля, а если это земля не сельскохозяйственная, это горная, там растут эти пиньос, в общем, ничего там нельзя сажать, это просто горная гора, я могу ее купить тоже очень дешево и поставить одну палатку для меня, или, не палатку, а эту с колесами. Да, ты можешь купить землю, поставить караван, и
не Я снимай с сам него же. колеса. То есть Ну да. пусть оставайся мобильным. Если ты мобилен, то Мне нет так такого. сказали, что и еще мало того, что ты там его поставишь, эти колеса, важно, чтобы иногда полиция локаль, которая будет проезжать, она видела, что ты иногда оттуда уезжаешь. Это уж я не Или знаю. может это не просто могу. как придирки какие-то? Я не знаю. Опыта не было такого караванинга, поэтому не могу подсказать. Я вот просто этот вот пример с бизнесом, потому что просто несколько человек ко мне обращались и говорили: вот, Алекс, сколько нужно денег? Давай займись, вот мы дадим, и вот я говорю, я даже не представляю вообще, как их получать, и тем более по времени, как получать, и сколько денег. Ну, хорошо, где-то можно посмотреть, сколько это стоит, скажем, либо вот эти палатки, как ты говоришь, да, там, ну, они около 2000 стоят, либо сделать просто, вот знаешь, как такие деревянные такие домики тоже. Они, ну, такие, Да, можно все что угодно хочешь. делать. Допустим, ну да, огромное количество модулей и возможностей. Надо выполнять нормы, нормы кемпинга в этом случае, да, но все возможно, и я не хочу пугать людей. То есть все возможно, просто надо готовиться к тому, что в Испании, к сожалению, бюрократия — это долгий процесс, но в итоге, если все получится хорошо, то вы выиграете. Я думаю, очень многие хотели бы приехать в горы на конец недели, там, да и не до конца недели, какие-то праздники, не праздники, просто в тишине провести время, вот с видом на какие-то лес хвойный. Или вот... Многим пляж уже надоел, и вот начинает развиваться вот этот другой тип туризма, горный. Я обожаю горы, и сама хожу туда стараюсь каждые выходные, не всегда получается, но да. Вы берете заказы, вообще работаете, как ты сказала, и за границей, не только в Испании, да, и не только в провинции Аликанте. Если, скажем, какой-то есть заказ, не знаю, в Пиренеях, там, я не знаю, в каких-нибудь около Барселоны, Жироны, там где-то, или наоборот, в другую сторону, это не важно. Это важно, потому что нам, скорее всего, в итоге придется туда поехать, то есть это немножко усложняет процесс, но это возможно. И у нас были проекты и в Галисии, и в Мадриде, это возможно. Я не сказала до этого, но у нас же как получилось? Компания не просто моя и моего жениха, у нас немножко снизу вверх получилась такая династия. Мы сформировали династию вокруг себя, потому что так получилось, что у моего жениха, у Карлоса, оба родителя архитекторы, которые уже работают по отдельности. Как у тебя все сложилось? Ты вот какой-то, ты знаешь, счастливый человек. Вот, понимаешь, вот сейчас зритель смотрит и говорит, ну как же так? Вот жила в Москве, но папа перуанец, теперь живет в Испании. В Москве, не встретив Карлоса, решила стать архитектором. А здесь встретила архитектора, то есть жениха своего, у которого и родители архитекторы. Вообще, вот у тебя все сложилось. Как... Более того, я тебе скажу, еще у меня и мама архитектор, и по второму образованию, да, и брат тоже закончил, он инженер-строитель, да. То есть мы, несмотря на то, что вся семья работала по отдельности, абсолютно никак не пересекались, но в какой-то момент после пары лет работы по найму, еще во время наших студенческих лет, мы решили, что надо попробовать самим. Начали сами биться, искать клиентов и потихоньку разрослись до такого размера, когда сказали, давайте нам помогайте, нам нужна помощь. И такие все, да, здорово. И получается, что мы вокруг себя объединили семью, и уже теперь и не только семью, да, нас теперь уже 9 человек. И сейчас ищем 10-го, так что, может быть, кто-то откликнется. Ищем 10-го, да, архитектора. В основном на интернациональные проекты. Нужно говорить по-английски, это очень важно. Китайцев, ищи китайцев. Кстати, да, я думаю, надо по-моему, туда. перспективное направление. Этого у нас не хватает, да. Согласна. Слушай, я вот думаю, вот как у тебя все складывается, а у меня ровно с точностью да наоборот. Это какой-то, знаешь, какой-то микс, какой-то каша-малаша в жизни. Вот то я каким-то мясником работаю, то потом в мединституте год проучился, потом стал технологом мяса, которым не работал. Он вдруг в Испанию уехал. Хотя папа, между прочим, у меня немец. У тебя, видишь, у тебя как-то складывается. И вроде бы логично бы мне бы поехать было бы в Германию. Хоть какая-то маленькая черточка логики была бы, как у тебя все. Нет, у меня вообще вот все ровно наоборот. Люди, у которых там родители, да, испаноязычные, едут в Испанию. Нет, я против вместо системы. Германии поехал в Испанию. Вообще ничего не понятно. У меня врачи, ну вот единственное, что врачи родственники меня как бы хотели, но нет. Врачом я не стал. Вот снимаю видео. Ну вот видишь, ты пошел Никого против системы, и теперь... Не знаю. А почему Аликанте? Почему вот как бы с твоей профессией вот логичнее было бы какой-нибудь большой город? Ну, вообще так получилось, что мы переехали в Бенидорм, то есть мама взяла там квартиру, и первый год
Я жила в Бенидорме, и близлежащий университет, это был университет Аликанте, в который я ездила на автобусе, да, каждый день. Потом переехала сама уже в Аликанте ближе к месту учебы, и, собственно, сейчас я живу там, где закончила обучение. Я живу недалеко от университета Аликанте. В принципе, Аликанте сочетает в себе все, что мне нужно, в плане того, что это небольшой город, то есть не слишком стрессовый. В плане работы он очень притягивает много инвестиций из-за границы, то есть есть большая активность коммерческая, в том числе строительство. И пока я не вижу особой необходимости переезжать куда-либо. Естественно, в каждом городе есть своя специфика, и те знакомства, в том числе, да, которые за последние годы мы получили в мэриях разных муниципалитетов, которые находятся вокруг. Есть инчуфы у вас? Ну, свои? я бы не назвала это инчуфы, потому что эти знакомства не говорят о том, что нас пропускают вперед во всех очередях, нам все двери открыты. Нет, это не так. Более того, допустим, в мэрии Аликанте работает девушка, которая там многие годы училась и работала тоже с одним из людей из нашей команды. Ничем не хочешь помочь? Нет, они дружелюбно относятся, потому что в итоге мы друзья, да. Но испанцы, так как на них, на бюджетниках есть ответственность за то, что они подписывают. Это не значит, эти знакомства не означают, что они будут закрывать там глаза на твои ошибки, да, зная, что это ошибка. То есть они будут требовать от тебя того же, что требуют и от всех вокруг. И все-таки очередь, по крайней мере, в Аликанте. Я знаю, что в Марбеле это не так, и в Марбеле есть своя коррупция, там и своя специфика в каждом регионе. Но в Аликанте и в зоне вокруг Аликанте нет такого, что вот пришел денег дал, тебя там пропустили. Никто не берет грех на душу, и все-таки все в равных условиях. И в этом тоже есть свой плюс. Конечно, по большому счету мы приехали в эту страну для этого. Да, я согласна. И в не супер хороших условиях, в плане того, что нам всем приходится ждать. Нам всем приходится ждать одинаково. И как есть. Но вот Аликанте это особенный город, потому что здесь не хватает просто кадров в мэрии, поэтому ждать приходится особенно долго. В других муниципалитетах разрешение на строительство можно получить за 2 месяца, за 3 месяца. То есть это вообще не конец света и вполне хорошее время. Ребята, я для вас ищу такие бриллианты, как Алисия. Да, я забыл, я тебя вообще представил. Не знаю. У меня это уже все, Алисия. Да, как Алисия, я ищу такие, их выискать нужно, такие бриллианты. Пожалуйста, делитесь этим видео в ваших соцсетях. Поставьте как минимум лайк, как максимум есть там внизу кнопка «Отблагодарить автора». Можете отблагодарить автора, там ссылка, все. Или захотите поговорить с Алисией, тоже все там будут контакты, как с ней поговорить. Спасибо Алисия, большое. Спасибо за разговор сегодняшний. Тебе. Очень было приятно. Надеюсь, что кому-нибудь помогут эти небольшие советы и небольшой опыт. Спасибо. Спасибо. Но вот интересно, а сколько стоит вот этот участок? Просто участок под застройку здесь. Это участок под застройку, да. Не уверена, что хорошо разглашать эту информацию. Это все-таки инвестиционный проект нашего инвестора. Я бы не стала. А сколько будут стоить квартиры, например, здесь? Этот бизнес не предназначен изначально под продажу. То есть идея, если она сработает, все будет отлично, это семейный отель, ну не отель, а семейные апартаменты туристические. То есть там все продумано таким образом, чтобы могла приехать пара с детьми. Здесь в Аликанте этого недостаточно пока что, и наш инвестор придумал такую новую концепцию. Вот. Но потенциально, если это в будущем будет необходимо, потом можно будет продать эти квартиры. Но про цену я не знаю, не могу сказать.